Mem and Dance present. Всем привет! Вы на канале Mem and Dance. С вами сегодня Ира и Ксюша. Мы сегодня в формате интервью друг с другом будем вам рассказывать о нашем опыте поездки в Корею. Ксюша подготовила Вопросы. Да, таких интересных вопросов. Я была в Корее в 2023 и 2024 году. Как турист ездила отдыхать. Вот, а ты как ездила? Я ездила в 2023-2024 году как студент языковых курсов на полгода, 6 месяцев я там прожила. Сейчас у нас будет интересное интервью, выпьем за это, за удачное интервью. Надеемся, вам понравится, будет полезно кому-то. Прежде чем мы начнем отвечать на свои же вопросы, мы вам расскажем причины поездки в Корею, почему вообще именно эта страна, да? Ведь можно поехать в Иран или в Афганистан. Ташкент это где? Узбекистан. В общем, очень много у нас сейчас курортных стран безвизовых. Северная Корея, например, тоже Северная Корея вообще хорошо развивается. Но мы почему поехали в Южную? Почему, собственно? Потому что BTS. Видите, у меня тут картинка есть. И случилась такая вот группа в моей жизни. Я просто увидела красиво танцующих, поющих мальчиков. И в 2019 году, вот, в 2020 уже купила билет в Корею, но из-за ковида не смогла поехать. Вот. В общем, мне просто понравилась музыка и танцы. А потом я что-то так углубилась, я выучила алфавит, выучила цифры, там немножечко научилась читать по-корейски, начала изучать вообще культуру, и очень сильно вникла. Вообще про Корею до этого я вообще не думала. До BTS я вообще про Корею не думала. У нас всегда был безвизовый режим с Кореей Южной, можно было ехать туда отдыхать. Да. В любой момент без проблем. Но как только я узнала, что можно поехать в Корею, случился ковид, ограничения, сейчас туда можно попасть благодаря электронному пропуску TETA. В общем, в моей жизни случился BTS. В моей тоже жизни случились BTS, только немножко позже, вот когда Ира уже хотела поехать в Корею в 2020 году, получается, да? Я вот начался карантин, послушала интервью их случайно на Ютубе, увидела это Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом и увидела там Намджуна. И все, и как-то вот решила после этого про них узнать, потом поняла, что мне и музыка нравится, и танцы, потом я про другие группы начала узнавать, и после этого меня начало бесить, что я не понимаю песни, тексты песен, и решила начать учить язык, в принципе, просто хотя бы для себя. Было очень тяжело, я с репетиторами учила, сама учила, до начала 2021 года я вообще не думала, что когда поеду в Корею учить язык, но у меня были такие мысли, но это казалось как-то очень неосуществимым, потому что это очень дорого, я потом расскажу про это отдельно. Тяжело вообще представить себя как-то в другой стране было, но вот в 2023 году мне все-таки получилось, я смогла поехать уже для себя не то, чтобы просто понимать видео на Ютубе, а для себя, как для человека, который преподает корейский язык, его изучать в страну, в университет Корё, это университет Sky, большая тройка университетов Кореи, Сеульский национальный университет, университет Йонсе и университет Корё. Я смогла поучиться в Корё 2 семестра. И вот сейчас я здесь. Во-первых, корейская морковка. Корейской морковки в Корее не существует. Корейскую морковку придумали отечественные наши российские корейцы, которые перекочевали из Кореи в Россию 160 тысяч лет назад, 160 лет назад. У нас праздник в этом году, между прочим. Вот. И они просто нашли подходящий дешевый овощ, как я понимаю. У них не было просто капусты. Кимчи не было, наверное, у нас еще. Ну, вот этой капусты, как она китайская. Китайская капуста, а наша вот этот качан, видимо, не подходил для вот этого маринада, и они сделали морковку. Вот, так что корейской морковки у корейцев нету. Вторая, широко известная, что они едят собак. Вот. Собак они там не едят. Прям, на улицах шашлыки из них не продаются. Я знаю, что есть старые закалки корейцы, которые ходят в такие рестораны, где можно поесть собачье мясо.
Но также там процветает очень сильно черный рынок собачий, Да. он не разрешен очень сильно. Вообще корейцы современные, они очень против всего этого. И из этого вытекает другая их любовь к собакам. Они, видимо, за своих предков сейчас замаливают грехи за собак, потому что там есть такая другая тема, это собаки в колясках. О них я расскажу в нашем другом вопросе. Вот, что меня удивило в Корее. В общем, они их не едят, они за ними ухаживают больше, чем за детьми сейчас. Вот. Да, сейчас закон еще принимают, в процессе принятия закона о запрете поедания собачьего мяса. Там. Я когда там была зимой, очень много на Мёндоне было протестующих. Да, на Мёндоне всегда на переходе есть бабушка стоит. Да, да. Возможно, Кира... увидели одну ту же бабушку. Да, я ее 2 раза видела, Кира ей денег даже дала. Так я хочу ей дать денег. Когда там кошачье, кошачье собачье мясо было. Так, стереотип по красавчикам, что там все красавчики как из дорамы. Ну вот смотрите, если брать статистику, это красоты русских людей и корейцев, во-первых, это разная внешность, да, но я скажу, что они очень ухоженные, мы говорим про красавчиков, про парней, да, там очень мало толстых. Мы вот ездили 2-й раз с моим племянником, и он первое, на что обратил внимание, говорит, я практически не вижу здесь толстых людей, говорит. Они очень ухожены. То есть даже если у них внешность не оперированная, или там, они не вот тебе красавчики, но всегда ухожена кожа, какие у них ногти на ногах. У мужчин у них открытая, например, обувь. Я смотрела, у них, то есть педикюр, у них кутикула отглаженная, они очень следят за собой. Я считаю, это большущий, огромный плюс. У нас такого не встретишь, а с этого я смотрела на всех. То есть красавчики есть, да, а те, кто не красавчики, они ухоженные. Они очень ухоженные, и если брать вот в массе, то есть попадаются мне чаще красивые, симпатичные люди. На них очень приятно смотреть, они очень вкусно пахнут, потому что у них нет запаха пота. Вообще одно удовольствие. Вот, поэтому я скажу, что да, они красавчики. И красавчики, и ухоженные. Вот насчет ухоженных у меня есть история. Это буквально был первый день, когда я прилетела вообще в Корею. С аэропорта ехала, по-моему, в метро. Первое, что я увидела, когда туда зашла, в вагон, это был такой, наверное, средних лет военный, ему лет 45, может быть, было. Он зашел тоже вместе со мной, достал пудреницу, начал что-то там себе так вот лицо. В вагоне? Пудрить. Да. Это было очень мило, но я удивилась тогда этому тоже достаточно сильно. Да, у нас за такое запудрить, потом ее куда-нибудь засунут. Наверное, у меня все по стереотипам. Что у тебя есть по стереотипам? Ну вот я думала, что они все красивые, без исключения, когда приехала туда, потому что я люблю дорамы смотреть. У меня представление о том, что там все как в дорамах было, когда я туда приехала. Наверное, это неправильно, поэтому прекращайте смотреть дорамы. Это очень плохое занятие. Не встретить там богатых корейцев вот так вот легко и не познакомиться с ним, это очень тяжело сделать. И их внешность тоже не все они там такие, как Ли Мин Хо, это точно нет. И они еще все маленькие. Вот для меня это тоже было очень странно. Я когда приехала туда, я первые месяца 2 вообще мне было очень непривычно, потому что там буквально все ниже меня. Серьезно? Да. А мы наоборот. Вот у меня Егору, ему 1,90 м, это мой племянник, или 1,80 м. И он такой, какие они все нормальные, говорит, такие высокие. Но он смотрел парней с девушками, то есть своих ровесников, молодняк. И он говорит, ничего себе, говорит, они прям, они намного выше китайцев. Но вообще они жрут что-то, они едят, они давно начали что-то есть, я тоже об этом читала, что активировало их рост, какую-то биодобавку они себе добавляли, и они реально увеличили свой рост за какой-то там. Но у них еще, когда прошла Корейская война, страна разделилась на 2 части. Вот, например, если сравнивать Северную и Южную Корею по росту, южные корейцы, они выше, потому что у них лучше условия жизни, лучше питание. Мяса в Северной Корее не было. Они там вообще бедолаги были. Старенькие, взрослые, там, естественно, они очень маленькие, они еще и скрючены, потому что там вот так по горам замучаешься жить, ходить. Но вот у нас наоборот, у нас другой опыт. Мы понимаем, я вот с кем общалась из корейцев, из парней, из девушек, нормальный для меня рост. А у тебя какой рост? У меня все ниже были. И у меня даже вот мои преподаватели в университете, все преподаватели в университете были вот так вот все. Мне было очень неудобно с ним разговаривать.
В общем, там есть дорама, если вы не да. учитесь, как Ксюша, я не знаю. Нет, я могу тоже рассказать. Со мной была такая история про дождь. Когда он тебе... Да, я стояла на переходе без зонта, потому что я думала, что мне не нужен зонт. Это очень большая ошибка была с моей стороны в Корее. Вот. Я попала под дождь, когда ехала, я не помню, откуда ехала, потому что с метро вышла, там просто ливень стеной. В Корее, если идет дождь, жесткий, там просто ужас вообще, да. Он такой идет и идет. Да, там без зонта вообще никак. И мне до дома надо было идти минут 20, учитывая, что мне там еще на автобус надо было пересесть. Короче, вот под дождем пришлось очень долго идти. И я просто вымокла до нитки. Вот. У меня было мокро, мне вживать можно было. И я уже вот в таком состоянии стояла на переходе, и в какой-то момент чувствую, что на мне дождь на меня не капает. И я поворачиваю голову, рядом со мной вот парень как раз высокий. Вот он просто, вот он тоже прям дорамный мальчик такой в пальто, в маске, у него глаза было видно, такой прям высокий, ухоженный тоже. И вот, и он стоит рядом, я ему говорю, спасибо. Я просто не знала, как реагировать. Это было буквально неделю, по-моему, была в Корее. И он просто, вот, чтобы вы понимали, вот он просто стоит вот так. И он стоит просто, ему говорю, спасибо, он говорит, и все, и продолжает просто молчать. Я такая, ладно, хорошо, спасибо еще раз. Мы прошли с ним переход, он довел меня с зонтом до остановки, до навеса, и просто потом молча ушел. Что это было вообще, я так и не поняла. Любезность. На этом мы закончим тему стереотипов и переходим к следующей теме. Первый вопрос, который мы будем сегодня обсуждать, это языковой барьер. Вопрос. Как происходила у тебя конкретно адаптация к языковой среде? Сколько вообще произошла ли она, и сколько времени она заняла? И были ли у тебя какие-то способы борьбы со сложностями общения с корейцами? Вообще проблем языкового барьера у меня нет, как и нет знаний языка. Вот. Она врет, потому что я видела ее интервью, когда она разговаривала. Он по-английски, правда, говорила на фесте у BTS. Мне все понравилось. Мне показалось, что очень хорошо. Корея, на минуточку, у нее не иероглифы, начнем с этого для людей, кто не знает. Еще один стереотип, кстати говоря. Да. Не думаешь, что они пишут иероглифами, они пишут буквами, у них буквы. Это намного проще относительно Китая и Японии, например, потому что у китайцев и японцев у них вот иероглифы, а у Кореи буквы. Выучила я алфавит и научилась читать за неделю сама. Это очень просто, то есть реально, если захотеть, за неделю при помощи YouTube можно выучить и писать научиться, и читать, и считать. Вот. Этого достаточно для того, чтобы поехать в Корею. У них есть конглиш. Это когда на корейском написано английское слово корейскими буквами. И ты, если его прочитаешь, если ты умеешь читать, то ты уже сможешь айс американо, если на корейском написано, там написано айсы американо. Языковой барьер у меня был случай, мы сняли квартиру трехкомнатную с девочками через Airbnb, жили, и однажды стук в дверь, я дверь открываю, потому что я единственная, все говорят, а сиди ты. Я открываю, стоит дядечка, и он мне что-то говорит. И я такая говорю, чё? Он тоже не понимает. У него не было английского знания, а у меня не было корейского. И чё он от меня хотел? Я не понимаю, кто он, что он. В общем, долго мы улыбались друг другу, неловко тыкались, и он ушел. А потом мне хозяин квартиры пишет, что он приходил посмотреть наше отопление. И я такая, так что ж вы меня не предупредили? Вот, то есть мне не дописал, что придет там такой-то сотрудник тогда-то. Просто чел пришел и все. И он говорит, я говорю, так вы же предупредите, все, мы договорились, потом дядечка пришел, просто мило поулыбались, и он ушел. Во вторую вот поездку у меня было сестре из больницы на наш адрес заказали таблетки, такой комплекс большой, и доставщик приехал, вот. Дядечка такой милый, все, он мне передал, мы тоже, спасибо, все, но тоже он не знал английский, он не мог мне ничего рассказать, он просто показывал пакет, и такая, Анна, это она, я говорю, это она, окей, там все было написано, вот.
Когда теряешься где-то там, не знаешь, куда уехать, как уехать и проехать, к тебе сами подходят, кто знает английский, и помогают. Да, я у меня так семья уехала. Да, у нас тоже было такое, мы когда просто останавливались в метро, не чтобы посмотреть, куда ехать, не потому что мы потерялись, а просто что-то посмотреть в телефоне. Мы задерживались минуту на две. Вот. К нам обязательно кто-то подходил, говорил: вам помочь? А вы куда едете? А что вы? А где вы? Мы просто стоим в Телеграме, смотрим. У тебя были какие-то проблемы? Вот ты общалась же с корейцами? Были какие-то проблемы с общением? Я ходила на свидание с корейцем. И вот у меня были проблемы общения, потому что мы общались на английском. Я все понимала, что он говорит. И я такая: очень интересно, очень здорово. Но я тебе не скажу, потому что я не могу. Ну, очень таким примитивным языком разговаривала и очень много писала. То есть сформулировать мои мысли в английский слишком скудный для моих мыслей. Он твой ровесник был, получается? Да, он был мой ровесник. Я узнала, где он работает, что делает. Ну, вообще прикольно. Мы сидели в кафе, и я ему рассказывала, что вместо Макдональдса у нас вкусные точки. Как это на английском сказать? Вот так и пила. Вкусно и точка. .com. Точка. Наверное, по-моему, он так и перевел. Мы пошли в бар. В Корее есть такие бары с игровыми автоматами. Вот. А мы пошли в такой бар, где были еще и национальные какие-то там игры. И я, в общем, его во все игры выиграла. Он такой, в общем, пойдем туда-то. И я говорю: пойдем. Я думала, мы пойдем в хваталки. Есть просто центры именно вот, где просто игрушки, всего. А там и бар, и там больше, когда, как это называется, игры? Аркадные, что ли? Аркадные, когда на экране что-то ты играешь, и потом... И там были традиционные, когда мешочком в ямку надо попасть, вот. А я все эти игры смотрела у Run BTS, и я их использую у себя на работе, в программе. Я, очень хорошо в это все играю. Выиграла везде. Потом после этого не общались? Нет, потом... я его везде выигрываю. Он такой: пошли в подвальный этаж, там еще были. И там были баскетбол. Я такая: в это я вообще не умею. И он там забивал. Я говорю: какой ты молодец. И он меня поцеловал. Я такая... ой. Так. Там была очень неловкая ситуация, мне пришлось ему объяснять: дело не в тебе, дело во мне. А как это... Представляете, я человека за руку беру и такая: погоди. В общем, в тему языков, он свой язык хотел мне буквально показать. У меня? У нас бы ничего не получилось. Почему? Языковой барьер. Я его языку поставила свой русский барьер зубами. То у меня... я приехала в Корею, у меня был уже почти 4 уровень, поэтому, казалось бы, как я думала, у меня проблем не будет, когда я там окажусь, но у меня адаптация прям вот, чтобы я понимала, что мне говорят, чтобы я понимала, что мне говорит самой, как мне общаться с персоналом, как мне общаться с преподавателями, у меня ушло, наверное, месяца 4. Потому что все не так, вот как ты изучаешь здесь. То есть живой язык вообще другой. Там на вопрос, с собой или здесь в кафе, которые задают, когда приходишь в кофейню, например, вариантов 6-7 минимум просто этих вопросов, и каждый раз тебе надо понимать, что у тебя спрашивают. Когда я приехала первый день, я сразу все пошла гулять, там я все со всеми поговорю, классно, буду себя чувствовать. Я пришла в кофейню, это был мой первый поход в кофейню вообще в Корее, и я заказала то, что мне надо, тут у меня проблем не было, ни горячий, холодный, вот это все. И тут мне задают вопрос, к которому не была я лично не готова, потому что я его никогда не задумывалась о том, что он есть. А вы участвуете в бонусной программе? Вот такой вопрос. Я поняла,
что мне спрашивают, наверное, только раз с 5-го, когда мне уже там просто показали, что мне телефон надо сказать, если да. Вот в этот момент я почувствовала себя очень плохо, на самом деле, потому что я учила язык 3 года, я не понимаю такой простой вопрос, почему я такая тупая. И на учебе тоже учителя, когда учите язык в стране, учителя всегда говорят на корейском, с первого занятия, даже на первом уровне, с нуля, когда приходите учить алфавит, они все объясняют на корейском. Соответственно, из-за этого у многих тоже проблемы первое время, кто вообще с нуля приезжает. Но у меня тоже были проблемы. Мне было тоже тяжело адаптироваться. У нас была преподавательница, очень такая импульсивная, она прям очень активная, эмоционально разговаривала. И очень много разговаривала. Когда начинались уроки, она приходила, чтобы нас разогреть, видимо. Первые минут 10 она просто что-то рассказывала. И вот для меня это был стресс всегда первые месяцы, наверное, 1,5, потому что я очень мало понимала из того, что она говорит. Потому что это живая речь. Там очень много чего упускаются из грамматик, из слов, какие-то сленговые слова, которые ты вообще никогда в жизни не слышал. Вот. Из-за этого очень много стресса первое время, когда переезжаешь. Потому что ты изучал язык в стране, когда приезжаешь, у тебя есть ощущение, что ты должен все понимать. Но ты ничего не понимаешь, это нормально. Я не знаю, я вот послала одного корейца в состоянии. Причем я этого не помню. Он мне на следующий день про это рассказывал. История была такая, я могу рассказать эту историю. Это было Рождество, мы с девочками отмечали у них дома, соответственно, но мы выпили немного, то есть я просто быстро пьянею, поэтому я не пью обычно. Мы выпили на 3, на 4, 3 бутылки всего соджу, ну то есть это очень мало вообще. Но меня что-то так прям вот, мне так хорошо стало вообще после уже, наверное, 2-й рюмки. И вот 12 часов ночи я пошла домой спать, что у нас занятия были на следующий день. Вот, и я что-то просто иду, смотрю, идет мой знакомый, он, который рядом со мной жил. И что-то мне захотелось поговорить. Я, на самом деле, когда выпиваю, очень люблю разговаривать со всеми. Я в жизни очень необщительная, но вот когда я выпиваю, я начинаю хотеть общаться со всеми вообще, кто меня окружает. Вот, я так думаю, надо подойти к нему, сказать привет, там, спросить какие-нибудь дела. Подхожу, спрашиваю, он такой, ты что, типа, выпила, что ли? Я говорю, да, и чё? Ты хочешь от меня? Он говорит, давайте я хотя бы до дома провожу, ну, типа, мало ли, там, Рождество, буквально просто пьяные корейцы валяются на земле, это тоже нормально. Я такая говорю, не надо меня провожать, зачем? А чё ты, типа, пристал ко мне, причем что я сама к нему подошла? Он говорит, да, ну, типа, нормально, давай, но все равно, типа, нам все равно в одну сторону идти, мы живем рядом, в чем проблема? И я ему, типа, пошел нахер, у меня парень есть, и просто пошел дальше. Он на меня обиделся. И на следующий день я прихожу, здесь с ним, я где-то встретилась с ним, опять же, на улице на следующий день. Как ни в чем не бывало, к нему подхожу, потому что я вообще не помнила, что это произошло. И говорю ему, типа, привет, как дела? Он такой, а ты что, типа, вежливо теперь со мной разговаривать будешь? Я говорю, в смысле? Ну, ты меня послала? Я, типа, что? Я говорю, я тебя посылала? Мы вчера виделись вообще, что? Вот, ну, в общем, мы поговорили, мы все объяснили. С нами соджу — лучший способ преодолеть языковой барьер. Видите, и послать кого-нибудь. Что было наиболее неожиданным в корейском обществе? Были ли какие-то трудности из-за культурных различий с корейцами? Вообще не с корейцами. Ну, вот тут вот и приходят мои собачки, про которых я до этого говорила. Это такое... Причем в первую поездку я когда это увидела, я не сделала ни одной фото, не сделала ни одного фото и видео, хотя это так было для меня странно. Но во вторую у меня с сестрой, она такая, чё? Мы это все снимали. В общем, корейцы, у них очень много магазинов для их питомцев домашних, для собак. Они заводят маленьких собак, потому что квартиры у них маленькие. Но когда я была в Пусане, я видела в Пусане больше больших собак. Я даже видела... Вот собака, это бордер-колли, она большая, и она в коляске. И она сидит, и так, ну, я вижу у нее в глазах, она говорит, ребят, я умею ходить, можно, в принципе, меня не вести. А коляска такая очень странная, как, ну, коляска-тележка, то есть обычных маленьких собак водят прям в коляске, которая похожа на детскую, а для этой, это такая вот, ну, внизу она тележка, внизу сидит собака, и вот сверху какая-то штука, как в коляске. Вообще, зачем, непонятно. И парень с девушкой, они прям ее везут.
И вот, это было безумно странно, ну, и интересно, и непривычно, и это хочется снять. У меня вот сестра набрала фотоколлекцию этих вариантов. Как собаки ездят в колясках, а при этом дети у них на поводках. Ну, это не часто видно, но есть такое, что мама в вагон метро зашла, у нее малых такая бежит, и идет такая привязь, ну, то есть ей вот здесь присоединили. Вот. Но у нас тоже такие есть. Ну, это, кстати, ну, забавно, в общем, такой контраст. Насчет собак, у меня есть одна история. Я видела один раз, шла по улице, накрапывал дождик, очень маленький такой, небольшой. Не ливень, вот как обычно, что странно, кстати говоря, такой, как будто бы вот должно начаться что-то, но вот еще нет. И я иду, впереди меня девушка, и я была без очков, я без очков ничего не вижу. И она вот идет, получается, у нее что-то в руках и зонт вот так, и ничего не зонт впереди. Странная какая-то фигня. А потом она подошла ко мне ближе, я увидела, что у нее во второй руке собака, она несет зонт, чтобы собака не намокла. И вот она потом в сторону отошла, чтобы собака там свои дела поделала, и она встала вот так вот, чтобы на нее не капала. Вот с этого я тоже очень удивилась. Мы шли по парку возле стадиона World Cup. Там есть World Cup стадион, и у него есть парк большой. Мы вечером идем, этого никто не заметил, бежит бабушка бегает, у них очень развит спорт, все бегают. Она бежит, а у нее под мышкой собака. И она делает пробежку не в то, что она торопится куда-то, а у нее конкретно пробежка с собакой под мышкой. Культурная особенность — кланяться. Я учила такая, ехала в Корею, чтобы всем кланяться. Ты, наверное, на день второй, третий начинаешь кланяться всем в магазине. Спасибо, что тебя все обслужили. И это так... Мне это очень нравится, на самом деле. Короче, вот такой поклон. У меня были проблемы, если так можно назвать, в общении из-за культурных их особенностей. Потому что, когда ты начинаешь общаться с корейцем, неважно, с мальчиком, с девочкой, они ждут от тебя, что вы будете по отношению к ним вести себя так, как они привыкли. То есть, если они привыкли, что ты пишешь им сообщение, тебе это должны ответить за 5 минут, просто сразу желательно отвечать, то они прям отказываются, понимаешь, что может быть по-другому. Я понятия не имею, почему. Вот я сколько общалась, я до сих пор не поняла. Они, не знаю, не принимают, что ли, чужие вот эти вот не ценности, господи, понятия о том, как надо себя вести, что где-то может быть по-другому. Они уже привыкли так, они так и будут делать. Поэтому, если хотите общаться с корейцем, надо писать ему каждую минуту. Любите чатиться. Да.